Здравствуйте, мои дорогие. Так, ну так как мы не имеем с вами на спине глаз, сегодня будем все-таки смотреть. Этот расклад как раз и будет той вашей камерой, которая посмотрит, что же творится у вас за спиной. Ну что творится у вас за спиной? Что происходит там? То, что вы не видите, да, но может быть догадываетесь, может быть хотя бы немножечко какие-то у вас есть подозрения, может быть, что происходит за вашей спиной. Вообще не просто там, допустим, когда вы обернетесь и вы увидите, нет. Вот именно какие-то, может быть, интриги, что-то плетется, может быть. Давайте посмотрим, что происходит за вашей спиной. Что происходит за вашей спиной? Так, ну вот и вышла фигурная карта, фигура мужчины, властного, такого повелителя. Это может быть какое-то должностное лицо, возможно, высокопоставленное причем лицо. Это глава, например, какой-то государственной, может, организации и т.д. и т.п. Человек, который носит форму, тоже может быть. Человек, которому подчиняются, да, многие. Здесь идет речь о пути, какой-то рабочей дороге. Что происходит за вашей спиной? То есть вы этого не знаете, да, но вот тут открываются какие-то моменты. По тому, что происходит за вашей спиной, что еще говорят? Это какой-то такой вопрос денежный, да, то есть здесь, в принципе, вклинилось какое-то третье лицо в вопросы денег, работы. Так, хорошо. Что происходит за вашей спиной? Смотрите, третье лицо, заговорили о третьем лице, вышла женщина, подстать ему, подстать в его масть, то есть это может быть, в принципе, может быть и супружеская пара, да, но тогда этот человек имеет влияние, на вас какое-то влияние имеет, прежде всего не только на вас, но на какое-то окружение большое, и эта женщина может быть либо его сотрудницей, да, либо его, может быть, супругой. Но тут, по большей части, она как конкурентка вам, это не любовная тема, скорее всего. Здесь может идти тема работы, тема продвижения, тема каких-то других таких благ, да, для вас, но не любовная сфера. Какая-то женщина из-за денег, денежный какой-то интерес тоже, да, денежный интерес, причем не первый раз вы общались с ней уже, была встреча, и с этой женщиной вы имели какой-то контакт. Она выводит вас, вы как-то встречаетесь, да, вот она выводит вас на свою дорожку, вы встречаетесь как-то на одном пути. Что это за женщина и что она несет? Угу. А вам что она несет? Пошли любовные карты, ну. Так. Итого, за вашей спиной была чья-то дорога какого-то короля. Здесь пара все-таки, и эта пара, эту пару вместе держит сейчас, да, почему тут говорю не о любви было, потому что у них вообще не видно этой любви, у них какая-то совместная дорога, совместный путь, это уже я о жизненном пути говорю, да, который сейчас будет разрушаться. Но эта женщина к вам с чистым сердцем идет, с открытой душой. Что творится за вашей спиной? Слезы и обиды. Какая-то чужая жизнь, чужая история судьбы за вашей спиной творится. А вы как просто такой немой свидетель. Здесь большой денежный интерес.
А что вас касается? Вот то, что вас касается, можно посмотреть, что именно вас касается здесь? Что вам необходимо знать здесь? Что вам необходимо знать? Вас касается. Что вас касается? Ух ты. Вас касается, так очень интересно. Вы как-то непосредственно, то ли вас эта история непосредственно коснется, и вы как-то возьмете, что-то возьмете из этого. Потому что то, что происходит за вашей спиной из вот этой истории маленькой, да, которую только что вам рассказали, вы как лицо особое здесь, вот особое, здесь десятка идет червей, да, можно так сказать, это семейная карта, да, десятка кубков. Вы, как женщина, активная и любимая одновременно. Да, вот король выходит. Как это вас касается? Здесь создается какая-то новая пара. Да. Счастье на чужом несчастье. У вас идут какие-то сомнения. Идут сомнения. Здесь могут быть два короля. Могут быть. Но для некоторых проиграется как один король в двух ипостасях. Да? То есть тот, который как любовный, да, мужчина, любовный король, который с чувствами, с нежностью, с теми самыми предложениями, да, любви. И тот, который берет под опеку, да, мужчина серьезный, ответственный, по сути своей, решающий проблемы. А вот так, вот такая история. Здесь вам какой-то совет. Посмотрим. Вот, смотрите. Будьте все-таки выше этих всех обстоятельств, выше на две головы. Здесь паж, да, здесь королева, здесь валет, здесь дама. Будьте выше на две головы, потому что то, что сейчас вот затевается, ну вы и так знаете, как себя и вести, как себя преподать, потому что женщина, в принципе, здесь идет, и здесь выпадала и крестовая дама, та, которая берет не только ответственность за себя, но она понимает больше, чем на несколько ходов знает, видит больше, чем кто-либо. Мудрая, классная такая молодая особа, сама себе хозяйка, сама себе начальница. Вот, потому что история немножко такая инфантильная, инфантилизмом тянет отсюда. Да, здесь какое-то решительное ваше такое слово, решительное поведение. Пускай вот это инфантильное поведение, возможно, мужчины, да, либо еще там как что-то происходит в вашу сторону, не повлечет никаких последствий для вас. А если же вы втянетесь сюда, да, здесь будет вот этот удар направлен в вашу сторону. Вам это не нужно. Держитесь осторонь всего, да, будьте какой-то стабильной, совершенной, дополнительно вот изучайте, может быть, больше эту ситуацию. А вот такая здесь история. Ну что ж, посмотрим еще, что там за вашей спиной делается. Мы возьмем эти карты, как сигнификаторы первой истории, отложим и посмотрим, что еще, что творится за вашей спиной. Что творится за вашей спиной. Может быть, еще какую-то историю расскажут, которая вам нужна. Давайте ту историю, которая вас касается непосредственно. Здесь тоже, да, вот она как бы вас касается. Вот, но немножко издалека зашли. Поэтому давайте именно то, что касается вас. Посмотрим еще. Только, может быть, какую-то другую нам покажут еще сторону. Что делается за вашей спиной? Там какие-то манипуляции. Кто-то крутит. Женщина. Женщина от зависти может что-то вытворять в вашу сторону. Причем вот по этому Джокеру, этот Джокер показывает, что вы, да, вот так и говорит, да, вы не управляете сейчас теми событиями, которые происходят. Вы не можете на это повлиять, не можете повлиять на эту женщину.
Она вот как-то циклически что-то может делать, какие-то действия, какие-то слова, может быть, кому-то что-то говорит о вас. Не просто о вас, но может быть, ну тут вот именно от зависти идет. Сплетни какие-то, козни, да, нытье, вот что-то есть такое у какой-то женщины относительно вас. Где-то там далеко, то есть это особо не относится к вам, ну это не родная, да, не родной человек. Что делается за вашей спиной? Давайте посмотрим, чем дело вот завершится, вот эти все ее козни и сплетни, и манипуляции. Сразу карта Джокера такая выпала, ну. Тут может быть и магическое воздействие, да. Но я вот по такой светлой одной карте, я вижу, что это такой редкий какой-то случай, один из 100, один из миллиона, может быть. Но по большей части тут именно такое манипулятивное воздействие, словесное, где-то раз за вашей спиной, это что-то типа сплетен. Какие-то разговоры ведутся относительно вас, неправдивые, завистливые, от зависти просто идет, такие разговоры идут. Хорошо, давайте тогда посмотрим, чем же тут все это закончится. Смотрите, чем закончится. Чем закончится? Она потерпит провал. Потерпит провал, потому что она, ну, не до конца все продумывает. Своими словами она сама себя может загонять в ту самую яму. Она продолжает манипулировать, загоняя себя в яму. Для вас, вот я вижу, что вы были, смотрите, вы были на пути исполнения каких-то желаний, но из-за этого человека вот все было стабильно, бац, буквально в моменте, это вот как для вас это было видно, бац, и что-то могло развалиться. Это могло быть что-то такое мелкое какое-то, да, влияние, но вы ощутили на себе, ощутили, буквально либо в ближайшее время ощутите, либо сейчас это произошло уже. Вот. Для вас это было как-то неожиданно, что-то совсем как такой удар, да. Но для кого-то это серьезный был удар, а для кого-то это как... Вы не поняли, да блин, что ж такое произошло, почему это так произошло. Давайте все-таки еще раз, чем это решится для вас. Вот для вас чем это решится. Чем это решится для вас. А будет пересмотрено. И все-таки все восстановлено, справедливость будет восстановлена. Здесь вот часто эта карта, да, она проигрывается у меня как такое, знаете, слово закона, справедливости, казенный дом. То есть в любом случае здесь будет пересмотрено решение. Пересмотрено в вашу сторону, пересмотрено решение. Тут будет какой-то неприятный разговор, ну вот встреча, да, вот на встрече что-то будут такие неприятные какие-то такие моменты происходить. Но примут все-таки взвешенное решение люди, тут какое-то обсуждение будет вестись, и главное лицо будет принимать решение относительно вас. И для вас это, ну как результат, вернее, да, не то, что закончится, все только, возможно, начинается, да, хорошее. Для вас здесь большие такие перспективы, здесь вот как начало чего-то. Давайте посмотрим вот этот туз, крест. Рассмотрим, да, влияние третьего лица. Угу. Да, какой-то, видите, какой-то процесс застопорился. Ни то, ни сё. Вы тогда не управляли событиями, и за это время что-то, конечно, закрутилось. Вот. Но в любом случае вы даже не влияя на этот процесс, а просто своим присутствием, да, своими правильными какими-то действиями, просто вот сама иду, да, что-то делаю и правильно делаю. Вот, а там будь как будет. Вот это будь как будет, оно совершается в вашу сторону. Ну, потому что там умные люди. Они решили общим собранием, да, что у вас должно быть вот так.
Но вам еще предстоит какая-то одна не очень приятная церемония. Это какая-то вот типа встречи какой-то. Возможно, там будет эта женщина. Вам придется, повторная какая-то встреча, вам придется будет поговорить. Поговорить о, как-то доказать, может быть, да, свое, молчаливо, может быть, иногда даже доказать свое спокойствие, свое правильное какое-то отношение к той ситуации. Ну и в итоге для вас все решается вон как хорошо. На вашей стороне ответственные люди, и вы получаете просто то, что хотели. Туз пентаклей, либо туз бубен. Ну, это, конечно, равно не поставишь, да, но в любом случае, особенно эта карта, вы вот получаете некий дар, хороший денежный поток, да, и желание обладать богатством. Здесь есть зарыто вот в этой, тут какие-то большие перспективы. Очень большие перспективы, тем более еще карта на дне колоды здесь указывает, что вы это прям, ну это вы это прочувствуете. Для вас открываются новые какие-то дали, новые горизонты. Ну что ж, я думаю, что кому было дано уловить, да, он тут же уловил, и ниточка раскрутилась так, что вы для себя приняли важные какие-то моменты, да, и будете теперь в жизни их применять и сможете, воспользовавшись, поменять какую-то ситуацию в лучшую сторону. Это было бы очень замечательно, я только рада была бы, если бы так было буквально всегда. Но, в принципе, я вижу, что так и происходит, и на этих каналах меняются реальные жизни. Вы об этом пишете, и мне об этом радостно читать, радостно слышать. Я благодарна вам всем. Благодарна тебе за то, что ты смотришь сейчас это видео, за то, что смотришь с самого начала до самого конца. Я вижу это действительно в аналитике видео в YouTube. Смотрю. Спасибо за лайки, за комментарии. Благодарю безмерно за ваше финансовое влияние в развитие канала, в развитие моей работы. Это классный, щедрый такой вот буквально подарок. Буду с вами прощаться. Пускай вам возвращается в разы больше, чем вы даете. С вами была ваша Юля. Всего доброго. Пока-пока.